Второй дом любого студента – библиотеки. Появились на Древнем Востоке. Когда речь идет о первых библиотеках, подразумеваются глиняные таблички от 2500 лет до нашей эры. Впервые были найдены такие таблички в храме вавилонского города Ниппур. Также в одной из египетских гробниц был обнаружен ящик, в котором хранились папирусы 18-17 веков до нашей эры. На Руси же первую библиотеку основали в Киеве в 1037 году в Софийском соборе князем Ярославом Мудрым. Несмотря на кладезь информации в интернете и свободным доступу ко многим источникам, библиотеки не теряют своей актуальности и по сей день. Как минимум, атмосфера читального зала заставляет окунуться в обучение и погрызть гранит науки. А пока существуют такие библиотеки, как ТОП-5, о котором сейчас пойдет речь, то о том, что люди перестанут туда ходить, можно совершенно не беспокоиться. Публичная библиотека Канзас-Сити. Библиотека, которую видно издалека, в буквальном смысле слова. Получила такой образ по счастливой случайности. В 2004 году библиотеку перенесли в здание бывшего Первого национального банка, где спустя 2 года рядом с ней построили автостоянку, которая абсолютно не вписывалась в архитектурный ансамбль при библиотеке. Для того, чтобы скрыть парковку, было принято решение соорудить стену в виде большой книжной полки. Высота таких книг 8 метров, а ширина 2. На полках вы сможете найти самые известные произведения: «Властелин колец», «Ромео и Джульетта», «Человек-невидимка» и многие другие. Всего на полке расположились 22 книги. Названия произведения для оформления были выбраны путем голосования местных жителей. Фасад здания также украсила лепнина, имитирующая книги, по которым читатели поднимаются. Библиотека привлекает внимание не только своим экстерьером, но и интерьером. Он выполнен в банковском стиле в качестве дани историческому прошлому здания. Публичная библиотека Бишан, Сингапур. Бишан Public Library – классический пример современного градостроения в Сингапуре. Открытие произошло в 2006 году. В создании проекта участвовала компания Look Architects. Библиотека привлекает внимание объемными, выдвинутыми стеклами разных цветов, имеющими свое небольшое пространство, где каждый читатель может уединиться и погрузиться целиком в чтение. В солнечную погоду помещение играет различными цветами, переливающимися на свету. Крыша здания также сделана из стекла, что позволяет получить больше дневного света. Библиотеку было задумано строить в конце 1990-х годов из-за большой посещаемости библиотек сообщества Туапайо и Ангмо-Кио. Планы по созданию библиотеки начались в 2002 году, а строительство велось с 2003 по 2006 год. Стоимость библиотеки около $10 миллионов, а на первом ее этаже располагается кафе «Галилея». Дизайн библиотеки получил ряд наград за свою архитектуру, как на местном, так и на международном уровне. Среди выигранных наград – президентская премия в области дизайна в 2007 году и международная премия в области архитектуры в 2009. Библиотека Лиюань, Китай. Библиотека, напоминающая старинную крепость из дерева, была построена в деревне Хуайжоу. Спроектирована она была профессором в области архитектуры университета Цинхуа Ли Сяодун. Библиотека состоит из стекла и насчитывает 45 тысяч прутиков из дерева. Здесь нет стульев и столов, зато есть террасы с разными уровнями с книжными полками. Освещение библиотеки полностью естественное. Здание не имеет электричества. По этой причине библиотека работает только до 16:30. Задача архитекторов, работающих над проектом, заключалась в том, чтобы создать максимально близкое к природе пространство, чтобы посетители могли расслабиться и посидеть в тишине, созерцая прекрасное. Этим объясняется и выбор расположения библиотеки рядом с горами. Библиотека Гейзеля в Сан-Диего была открыта в 1970 году в качестве центральной библиотеки, но чуть позже ее реконструировали и отдали зданию университета. Свое же название оно получило в 1995 году. Спроектировано здание было архитектором Уильямом Перейра, и по его задумке арки здания совместно с дизайном некоторых из этажей представляют собой руки, которые держат стопку книг. Есть у библиотеки и загадочная особенность – отсутствие 3-го этажа. Нижние уровни нумеруются цифрами от 1 до 2, а верхние – от 4 до 8. Полагали, что проект здания не учитывал вероятный вес книг в библиотеке, из-за чего 3-й этаж было решено оставить пустым. Но на деле несуществующий этаж просто представляет собой открытую внешнюю площадку, помогающую студентам выходить без надобности спускаться до 1-го этажа. Роль 3-го этажа также задумывалась как роль площадки для разных видов деятельности. Для выставок скульптур, для акустических концертов, бесед на открытом воздухе, поэтических вечеров.
Библиотека настолько известна, что ее выпустил даже Лего. Каждый желающий может соорудить такую же библиотеку у себя дома. Здание стало также символом местного университета и изображается на его эмблеме. При входе в здание посетителей встречает цветная инсталляция с призывами Read, Write, Think, Dream. Библиотеки-отели. Таиланд, Япония, Швейцария. Особо влюбленные в чтение могут быть спокойны. Даже на отдыхе о них позаботились. Взять, к примеру, библиотеку-отель в Таиланде, которая так и называется – The Library Resort. Библиотека расположилась около бассейна и имеет весьма внушительный фонд книг на разных языках, в том числе на русском. Помимо книг, гостям предлагается широкий выбор аудио и видео, которые можно слушать и смотреть на месте, а можно и взять с собой в номер. Ну а в Токио для любителей чтения есть стильный хостел Book and Bed Tokyo. Его дизайнеры черпали вдохновение в книжных магазинах, а потому отыскать свое спальное место за книжными полками не так-то просто. По словам владельцев хостела, они не располагают суперудобными спальными местами, зато в их коллекции имеется более 1700 книг на английском и японском языках. Ну а в Цюрихе целый рай для отдыха расположился в отеле B2 Boutique Hotel and Spa. Здесь даже столики сооружены из книжек. Гости также могут воспользоваться бассейном и спа-центром на крыше здания, а вот библиотека находится в винном баре. Так что выбирайте одну из 33 тысяч книг и наслаждайтесь чтением за бокальчиком игристого.